Если ты выйдешь замуж за не мусульманина, то 7 поколений автоматически попадают в ад. Ты продукт этого общества, как говорят люди. У нас родился в 40 лет Дарья. Готовили поездку. Все-таки там было больше страха. Страха перед будущим, да. У тебя нет такого восторга, воодушевления, были какие-то враги, мало подруг, друзей. 50% то, что имею, это его заслуга, конечно. Приезжает с воодушевлением, с восторгом, рассказывает, делится впечатлениями, своими идеями. Рядом с ним я почувствовала вот эту вот безопасность. Я говорю, хочу высокого мужа. Бабушка говорит, нет, спроси только некрасивого. 20-летний, ничего не надо бояться. Если ты все делаешь правильно, выбираешь душой. Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы находимся в маминой оранжерее и буду брать у нее наконец-то интервью, на которое она наконец-то дала согласие. Такое вот небольшое. Недавно вам исполнилось, мамочка моя, 45 лет. И многие в этом возрасте чувствуют там депрессию, легкую усталость, разочарование. Что вы можете сказать вообще по этому поводу? Как вы себя ощущаете, чувствуете? 45 лет. Да, на 18. Мы всем озвучиваем, сколько мне лет. Слава Всевышнему, да. Есть люди, которые не дожили до такого возраста, скажем. 45 лет, это прям 95 звучит в твоих устах. Но 45 лет это... Я бы не сказала, что это какой-то депрессивный возраст, да, если ты живешь правильно, сделал все, что зависело от тебя в свое время, к этому возрасту ты подходишь осознанно. В 45-летнем возрасте, да, мы уже не такие молодые девчонки, как были там в 25-35 лет. После 40 ощущается некий спад, но спад сил, я имею в виду. Но я это объясняю тем, что, наверное, после 40 лет человек становится более уже осознанный, опытный и, насмотревшись многого в жизни, уже от всякой там чепухи у тебя нет такого восторга, воодушевления. Человек становится более степенным. И это, наверное, уже хорошо, потому что в 45 лет никакого разочарования я не чувствую, не испытываю, потому что, наверное, я рада тому, что я имею, если можно так сказать, это семью свою любимую. 45 лет у меня, слава богу, живы мои родители, которых я тоже очень сильно люблю. Дети, муж, родственники, свекровь. Все меня любят, все меня, надеюсь. Ну, у меня нету такого, чтобы я прям с кем-то конфликтовала, были какие-то враги. Да, у меня в 45 лет, можно сказать, мало подруг, друзей. Даже одной руки, пальцев будет этого, ну, более чем достаточно. Но это, наверное, опять-таки сказывается то, что меня повезло в браке с мужем. Во многом он мне заменил моих родственников, моих друзей, подруг. Он же мне и друг близкий, и бизнес-партнер, и самый такой близкий человек, которому в жизни я обязана. Но 50% то, что имею, это его заслуга, конечно. Вот, наверное, как-то вот так вот я себя чувствую в свои 45 лет. Ты еще не совсем, да, такая вот развалившаяся бабушка, которая ходит, охает, ахает. В то же время, ну, ты прилично выглядишь, ты еще можешь многое себе позволить. Там в 45 лет многие, я знаю, становятся уже бабушками, дедушками. Вот моя лично бабушка в 42 года, я родилась, старшая внучка, она уже стала бабушкой. И у нас прям с ней была очень такая близкая связь. Мы были с ней две подружки. Вообще это была моя отдушина, моя любовь. Такие вот у нас были отношения с бабушками, с дедушками очень близкие. Надеюсь, в моей семье это тоже как бы прививается к моим детям. И мы
семейные ценности. 45 лет ставим выше всего, выше всяких благ. Что главное, чтобы все были живы-здоровы. Я всегда это повторяю. А остальное все как бы приложится, можно заработать, сделать, восстановить. Так скажем, у нас родился в 40 лет Далер. Многие нас могут назвать, что мы к нему относимся как бабушка с дедушкой, в плане того, что мы их не ругаем, никаких требований у нас нет к нему, мы только просто относимся к нему с радостью, с любовью, только за то, что он у нас есть. И действительно, ребенок, рожденный в 40 лет, он очень сильно отличается от тех детей, которые были рождены в молодости. Нигинка родилась у нас в 24 года, Абдулазиз родился в 28 лет, и Имран родился в 30 лет. И через 10 лет, получается, в 40 лет родился у нас Далер, и ощущения у нас совсем другие. Там уже все понимаешь, почему он капризничает. Можно с любым его капризом, с любым его каким-то недовольством совладать. Стараемся как бы не переборщить со своей любовью, дать ему все-таки достойное воспитание, но опять-таки это любимец всех взрослых. Все его очень любим, дорожим. Какие-то фотографии открываешь, альбом, смотришь, и, естественно, у него возникает вопрос: а где был я? А где я был в это время? Его это очень сильно расстраивает, что в такое большое количество времени его с нами не было. За этим наблюдать, конечно, смешно, но в то же время ничего не можем поделать. Так вот. Так, следующий вопрос. Как вам вообще сюрприз, который подарил вам папа? То есть поездка в Турцию от вашего мужа. Ожидали вы этого сюрприза? Нет, мы все втихаря покупали билеты с папой, готовили поездку. Выбирали дату, да? Ой, конечно, сюрприз неожиданный. Если в 40 лет я еще хотела там отпраздновать в ресторане какой-то пышный там день рождения, в 45 лет хотелось в кругу семьи, близких просто посидеть, отметить, потому что в 45 лет я уже понимаю, что никакой моей заслуги в том, что мне 45 лет исполнилось, я родилась, нет. Меня родила мама, вся заслуга моим родителям. Поэтому я понимаю, что обычный день рождения, ничего здесь такого нету. Люди рождаются, каждый день умирают. И как таковой заслуги именно человека в том, что он родился, нет. Поэтому хотела как-то скромненько дома посидеть со своими детьми, со своими близкими. Но раз устроили мне такой сюрприз неожиданный, мне, конечно, очень приятно. Я поначалу была в шоке, потому что я зимой не планировала никуда в этом году ехать. Я собиралась весной ехать в Узбекистан к родителям. Но устроили такой сюрприз, что я могу сказать. Медовый месяц. Медовая неделя. Медовая неделя. Я рада. Раньше мы всегда, уже много лет мы вообще отдыхаем с мужем порознь. Так получается, либо если у нас какая-то поездка, то она обычно деловая, там по каким-то делам мы едем вместе, всей семьей, а так, чтобы вдвоем просто поехать куда-то отдохнуть, но этого не было лет с 2007 года или с 2011 мы были вдвоем в Алмате, да, 2011 года. Вот, и потеряла, конечно, мысль, к чему я это все вела. Какое впечатление от Турции? Впечатление от Турции, да. Потеряла мысль, но сейчас вспомнила, к чему я это все говорила. Мы когда возвращались обратно, вот эта вот смена картинки, да, посмотрели на другую страну, на других людей. И мы жили у моей подруги, потом вместе поехали в Ялово. Это термальные источники с очень целебной, насыщенной минералами водой. Купались в этой воде. Мы ее и пили, и принимали ванны, и в бассейне, и в хаммаме были. То есть накупались прям от души. Очень целебный воздух. Мы были с друзьями.
с их семьей. Они старались нас полностью развлечь по полной программе. И мы ее еще совместили со своими некоторыми задачами. Искали товар, смотрели текстиль, искали хорошее карго. Вот. В целом впечатление очень хорошее. Всем спасибо, кто нас встречал, кто нас выгуливал, кто нас провожал. Были у родственников. И полезно то, что муж с женой вместе поехали, немножко развеялись, поменяли вот эту картинку. И на обратном пути мы почувствовали некий подъем, воодушевление, силы у нас, да, у нас было желание приехать, и мы уже знали, чем мы займемся, что нам надо делать, вот эти все задачи, набрались сил, отдохнули, и вот эта вот неделя, она показалась нам где-то как будто бы 2 недели мы там были, по ощущениям. Вот. А часто бывало такое, что у меня муж едет куда-то, меняет обстановку, приезжает, а я сижу дома, тоже такая вся на негативе. Он приезжает с воодушевлением, с восторгом, рассказывает, делится впечатлениями, своими идеями. А я это вроде бы понимаю, но разделить это я не могу. Точно так же бывает, что я куда-то поехала, приезжаю, у меня тут впечатление, а он тут весь в работе, пашет. Люди друг друга как бы не понимают, не на той одной волне, чтобы, да, все это разделять, эмоции. Поэтому я все-таки советую всем молодоженам и староженам, которые уже прожили не один десяток лет вместе, все-таки менять обстановку и ездить куда-то отдыхать именно вдвоем. Меня интересует такой вопрос. Будь вам опять сейчас 20 лет, что бы вы себе той 20-летней посоветовали бы? Юной, еще совсем девушкой. Неопытная. Ой, было бы, если бы мне сейчас 20 лет. В 20 лет я как раз училась уже в институте, последние курсы. В 20 лет, ну, как сказать, наверное, все-таки там было больше страха перед будущим, да, вот я сейчас закончу институт, я еще не замужняя, нужно строить карьеру, нужно выбирать молодого человека и так далее и тому подобное. Это еще были вот эти вот после 90-х лихих наступили вот эти нулевые, когда еще в стране тоже не было стабильности, не говоря уже в человеческих судьбах. Но у нас, у узбеков, как бы, да, все предписано заранее, сценарий. То есть, если ты живешь в обычном обществе, мышление у тебя стандартное, да, ты продукт этого общества, как говорят люди, то у тебя как бы тоже есть свое определенное предназначение, никто от этого плюс-минус никуда как бы вправо-влево не разветвляется. Было очень много, ну, как княгиня говорит, была бурная молодость, было много желающих, кто хотел бы жениться, но вот не было вот стабильного ощущения того, что ты находишься в безопасной зоне. Все время, вот у меня в 20, 21, как раз 19 лет, да, вот было какое-то беспокойство в душе. По общению мне нравились европейские, да, вот люди, девчонки, подружки, друзья. У меня была одна подружка узбечка, Фируза Арынова, ей привет большой. И остальные все были Вероника, Оксана, девчонки, Таня. Все подружки были европейцы. И это тоже, как бы, папа видел, что я предпочитаю больше в общении европейцев, и он мне всегда говорил, значит, смотри, типа, если ты выйдешь замуж за не мусульманина, то 7 поколений автоматически попадают в ад. За это ответственность несешь ты. И это у меня всегда вот тут вот в голове эта мысль всегда звучала. Поэтому я понимала, что у меня будет тоже такая, наверное, религиозная, чисто мусульманская, узбекская семья.
Но, опять-таки, среди всех я выбрала именно Алишера, потому что, наверное, рядом с ним я почувствовала вот эту вот безопасность некую, да, вот я поняла, что мне не надо переживать, что он выкинет какую-то там такую штуку, что мне за него в жизни придется перед кем-то там стыдиться, да, это настолько, вот он был молодой парнишка, совсем юный, но очень ответственный. Конечно, в браке потом у нас были всякие вопросы, которые мы решали, были разногласия, но опять-таки, что мы друг друга очень сильно любили и любим, мы всегда находили какой-то общий компромисс. И почему я всегда говорю, что очень важно выбирать человека именно сердцем. Рядом с ним ты вот чувствуешь себя в безопасности, где ты ему полностью доверяешься, как бы, да, я вот в этом плане считаю, что мне очень повезло. Я все-таки считаю, что брак это опять-таки это лотерея. Как кому повезет, какой билет ты вытащишь, какая у тебя судьба, это только Всевышнему известно. Когда бабушка меня вот спрашивала, ты вот так долго сидишь, молишься, о чем ты просишь Всевышнего, расскажи мне. Ну, я так на нее посмотрела такими... Критерии будущего мужа. Да, вот. Такими глазами я на нее посмотрела, говорю, ну, о чем можно просить Аллаха? Я говорю, ну, чтобы родители были живы, чтобы у нас было финансовое благополучие. Ну, там начала перечислять то да сё. Она так посмотрела, говорит, а про мужа почему ты не спрашиваешь? Почему ты ничего не просишь у Всевышнего про мужа, ничего не говоришь? Я посмеялась, я говорю, а как можно, говорю, у Всевышнего просить что-то про мужа? Я говорю, это же стыдно. Почему-то вот у меня были такие понятия. Бабушка сказала, а у кого ты будешь просить? Кто тебе дарует все, что ты имеешь, все, что ты будешь иметь? Ты должна вот прям просить. Я говорю, а как просить? Она говорит, ну, да, вот бабушка тоже была, видимо, такой психолог тонкий. Она говорит, ну, перечисли вот эти все параметры, какого ты бы мужа себе хотела иметь. Ну, я так села, и вот впервые реально я, ну, решила вот представить свою вот эту вот идеальную картинку своего будущего мира, хозяйства. Вот. И я говорю, значит, для меня очень важно, чтобы мужчина был высоким. Я говорю, хочу высокого мужа. Бабушка говорит, нет, спроси только некрасивого. Вот красивый муж – это не твой муж. Мужчина должен быть чуть-чуть симпатичнее, там, быть обезьяной, и этого достаточно. Я вот эти слова ее помню. Потом она говорила, что нельзя выходить замуж за военного. Всю жизнь будешь по военным городкам ходить со своим скрабом, с тюками, и будет, ну, как бы тяжелая жизнь. Вот. И я говорю, первый критерий, он должен быть высоким, у него должно быть высшее образование, обязательно, говорю. И, видимо, вот моя начитанность, что я в свое время много читала различных там книг художественных, я была какая-то там, видимо, романтичная, я вот хотела иметь мужа именно с пальцами, с длинными, с такими аристократичными, с правильной формой ногтей. Для меня это было очень важно. Я говорю, вот такого мужа. Бабушка так посмотрела на меня, ну, мало ли что ты. Она говорит, ну, хорошо, допустим. Далее. Я говорю, ну, вот, значит, говорю, высокий, с высшим образованием, с правильными, ну, руки красивые. Я говорю, хотела, чтобы он играл в баскетбол хорошо. Я говорю, если мужчина не играет хорошо в баскетбол, ну, это тоже как будто бы его вот какая-то недоразвитость, что ли, в спортивном плане. Причуды, конечно. Вот, и я хотела, чтобы он еще умел играть на каком-то инструменте. Я говорю, ну, в принципе, этого достаточно. Бабушка посмеялась. А деньги? Нет, про финансы вообще я даже никак не думала, ничего. И вот мои пожелания. И сейчас вот спустя годы я вот вспоминаю этот момент, со смехом рассказываю детям своим, тоже смеюсь. Я говорю, по параметрам как бы все сошлось, да. Муж у меня высокий, образование мы получили не один. После свадьбы он, кстати, учился. И играет в баскетбол и играет на гитаре. Прекрасно играет в баскетбол. Помимо этого он еще, да, тэквондист, профессионально тренирует, сам выступал. И возвращаемся к 20-летнему возрасту. Какой бы вы дали совет? Да, вот исходя из всего этого, ушли. я бы
Да, я люблю поболтать, уж прошу извинения, но исходя из вот этого как бы сейчас 45-летнего возраста вернуться к той 20-летней, ничего не надо бояться. Если ты все делаешь правильно, выбираешь душой, сердцем, там, не ставишь, да, какие-то там вот именно финансовые, какие-то там выгоду, где-то что-то выискиваешь, а живешь правильно, стараешься делать максимально все лучше людям, да, по максимуму. И свои вот эти хотелки ставишь в последнюю очередь, убираешь немножко вот этого своего самолюбования, вот это гордыню свою можешь переступить. Как бы понимаешь, что ты в жизни в этой, ты никто, ты песчинка, которая, ну, я не знаю, вот так вот. Ой, ну вы сейчас самооценку прям на 0, конечно, всем молодым сейчас поставите. Нет, вот на самом деле, да, человек, который живет правильно, никого не обманывает, что значит правильно, который никому не вредит, не строит никаких там козней, сплетни, там, склоки, вот, не интриганка. Вот. От души по жизни, если ты делаешь для людей добро, вот это вот все тебе бумерангом будет возвращаться. Конечно, добро, оно тоже имеет как бы некую подоплеку. Нужно делать добро с умом. То есть я еще всегда люблю говорить «Вома янья волошма». То есть если человек падший, и ты понимаешь, что ты ему говори, не говори, помогай, не помогай, а он все равно будет делать свое, нет смысла в него, значит, физически, как-то там материальными благами помогать, вытаскивать из этой ямы. Эмоционально. Да, эмоционально в него вкладываться. Лучше этот ресурс сил вложить во что-то другое. Вот. Поэтому я всегда хотела иметь большую семью, много детей, это 5-6 человек. Но Бог дал 4, и на это большое спасибо. Поэтому, чтобы не было никакого страха. Вот ты живешь правильно, и ты знаешь, что все будет самым наилучшим образом. Это не обязательно там, знаешь, достичь каких-то там высот, ходить в Луи Виттонах, там, в Прадо. Это пустая трата денег. Я понимаю, что такого же качества вещи, хорошие, красивые, можно и в других брендах найти подешевле. Да, вот как бы скромность, она украшает человека. Чтобы не было страха, было доверие. Доверие к чему? Доверие своей судьбе, Всевышнему, и все как бы получится. Благодарю вас всех за то, что вы подписаны на канал моей дочери. Буду рада вашим комментариям. Да. Значит, мы всегда всей семьей читаем, ждем, отвечаем. Да. Для нас это очень важно, что есть обратная некая связь, что люди нас смотрят, кто-то разделяет наши взгляды, кто-то нет. Это право, да, не все мы шоколадные, покрытые медом, чтобы всем нравиться, как говорится. Но, тем не менее, ставьте лайки, подписывайтесь, будем рады. Пишите. Спасибо.